Привет, с вами Корней. А это мой гомункул или гомункулы. Тут уж я не знаю, как правильно сказать в данном случае. Потому что Пикачу полностью проник в слоупока. Вот это верхнее отверстие, это как раз то, куда Пикачу проник. И сейчас это отверстие закрывается. Я думаю, что здесь не имело места поедание одного гомункула другим. Я почти полностью уверен, что это слияние двух организмов. Некоторые косвенные признаки говорят об этом. Во-первых, если бы слоупок съел Пикачу, то можно было бы ожидать, что он подрастет. Однако видно, что наоборот его размеры значительно уменьшились. То есть это не было поеданием, это было слияние двух организмов в один, и, очевидно, этот процесс оказался достаточно энергозатратным, поэтому размер тела уменьшился. Кроме того, изменилась и сама форма, если форма тела слоупока, если мы будем рассматривать этого гомункула как слоупока. В основании тела, как вы помните, у слоупока было 5 отростков. Сейчас эти отростки почти полностью исчезли. Не знаю, зарастет ли верхнее отверстие. Если зарастет, слоупок, наверное, все-таки сохранит в основном свои черты некие. Но я не исключаю, что это верхнее отверстие может превратиться в рот. Если произойдет именно так, то этот новый гомункул, он по сути даже больше будет напоминать Пикачу, чем слоупока. Как вы видите, на боковой поверхности тела есть небольшое отверстие. Оно образовалось совсем недавно. Если вы присмотритесь, то можете заметить, что там присутствует некое движение. Я думаю, что это глаз. Конечно, нельзя сказать наверняка. А вы, наверное, помните, что у слоупока был глаз, который полностью зарос в то время, когда Пикачу проникал в него. Я предполагаю, что этот глаз вновь открывается. Это приблизительно то же самое место, где глаз и был. Почему приблизительно? Потому что форма тела изменилась очень сильно. И поэтому, конечно, точное местоположение указать невозможно. Но есть такой хороший аргумент в пользу того, что это глаз, потому что это отверстие реагирует на свет. Сейчас я освещу его фонариком, и вы увидите. Еще раз. То, что два организма смогли каким-то образом слиться и образовать единый организм, как это возможно? А именно произошло ведь не просто срастание двух организмов, что, например, мы могли бы наблюдать в природе у рыб-удильщиков, когда самец срастается с самкой. А именно какое-то взаимопроникновение двух организмов, когда они обогащают качество друг друга, когда они по-настоящему сливаются во что-то новое. Я предполагаю, что это можно объяснить только соматической гибридизацией. В биологии известен такой термин, как соматический гибрид. Это в принципе отличается от общепринятого понятия гибрида, когда гибрид является генетическим. Соматический гибрид – это совместная колония разных клеток. Они даже не обмениваются генетической информацией, а просто разные клетки взаимопроникают и живут вместе друг с другом, строя единый организм. О соматических гибридах, тому, кому интересно, он может найти информацию в интернете. Это, в принципе, вполне доступная информация. И в связи с этим у меня возникает предположение о том, как вообще возможно зарождение гомункула изначальное. Как из яйца и человеческого семени может возникнуть существо. Поскольку происходит такая соматическая гибридизация, мне кажется, с относительной легкостью все-таки, я предполагаю, что сам гомункул изначально представляет собой соматический гибрид, что это клетки человека и клетки птицы. И, возможно, не только они, потому что
в этот процесс могли вмешаться любые клетки, да, какие-то микроорганизмы, которые туда могли случайно попасть. Мне кажется, вот подобная теория зарождения гомункулов вполне правдоподобной в связи с тем, вот как они ведут себя в дальнейшем. Этот новый гомункул действительно ведь является новым, то есть его уже нельзя назвать ни Пикачу, ни Слоупоком. Я считаю, что ему нужно дать какое-то новое имя. Мне кажется, подходящим именем является Шоггот. Шогготы – это такие монстры из фантастических книг Лавкрафта. Они представляли из себя некую протоплазму, которая могла принимать любую форму в зависимости от обстоятельств. Правда, шогготы это делали достаточно быстро, гомункулы это делают не торопясь, но мне кажется, что имя все-таки подходит. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. Итак, конечно же, будут новые видео, когда произойдут какие-то изменения. А я каких изменений ожидаю? Мне кажется, во-первых, что все-таки этот гомункул теперь должен подрасти, ведь процесс слияния или закончился, или почти полностью закончился, и поэтому он может возобновить теперь свой рост. И, конечно, я предполагаю, что откроется глаз. Так это или нет, посмотрим. Итак, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.